Правдинское озеро. Трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько красиво это место. В советское время здесь находился детский лагерь. С 80-х годов здесь располагался профилакторий «Буревестник». А с начала этого года здесь начались масштабные строительные работы по возведению новой современной базы отдыха и, естественно, с применением новых технологий. База отдыха на Павловском озере в часе езды от Петербурга имеет ряд уникальных особенностей. Главное – это природа. Среди деревьев и в шаговой доступности от озера здесь планируется построить порядка 40 строений, домиков, рассчитанных на 2-3 семьи, а также офисное здание, ресторан, парковку, различные площадки для отдыха и спортивных игр. Одно из обязательных требований к проекту строительства базы отдыха – бережное отношение к природе. Строить не разрушая, возможно, с фундаментом на винтовых сваях. Все-таки положительных качеств в данном фундаменте очень много. Во-первых, практически любые грунты. Во-вторых, это сбережение покрова, скажем так, корневой системы, если это вот, как у нас здесь с вами сейчас видите, да? Все-таки хвойные, скажем так, ценные породы дерева, у них расположение корневой системы поверхностное практически, поэтому копать здесь очень сложно. Все домики будут сборно-щитовые, утепленные для круглогодичного проживания. Применение винтовых свай – оптимальный вариант не только по соотношению цена-качество. Технология позволяет возводить любые объекты в короткие сроки. И это существенно ускоряет темпы строительства. Вы видите за моей спиной фундамент, железобетонная плита. Вот нам на его устройство ушло, скажем так, порядка 2 недель. За 4 дня работы компании «Фундекс» установлено уже порядка 8 свайных фундаментов. Осталось их, соответственно, установить оголовки и обвязать. То есть где-то еще неделя работы и, соответственно, убыстрение процесса в 8 раз получается, да? В течение первого летнего месяца планируется построить 10 домов. Можно сказать, сейчас пишется, а точнее строится новая глава в истории этого места. Предполагается, что новая база отдыха примет своих первых посетителей уже в следующем сезоне.